Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о том, где же необходимо высаживать метельчатые гортензии, почему необходимо их именно так высаживать, потому что многие зрители, подписчики моего канала спрашивают о том, где же лучше посадить метельчатую гортензию, какое место ей лучше выбрать: солнечное, полутенистая, ажурную полутень и так далее. Поэтому именно об этом сегодня пойдет речь в этом видео. Я нахожусь возле метельчатой гортензии «Полярный медведь», которая выращена у меня из череночка, маленького череночка, июньского черенкования. Гортензия очень красивая, очень достойная. Растет она у меня на полном солнце, но я нахожусь сейчас с северной стороны. То есть солнечные лучи сюда слегка-слегка только касаются этой гортензии утром и днем. На примере другой гортензии, сейчас я вам ее покажу, хочу показать следующее. А вот это вы видите гортензию Limelight. Растет она у меня под виноградом. Вот он, виноград, сентябрь месяц. И часть этой гортензии находится, в общем-то, практически на полном солнце большую часть дня. А вторая часть гортензии, вторая половина гортензии находится полностью в тени, полностью. Причем солнечные лучи туда проникают, практически не проникают. И вот обратите внимание, на солнце гортензия Limelight сразу же меняет свою окраску. Из лаймовой она постепенно становится такая с розовинкой. Кое-где у нее лепесточки становятся более такого насыщенного цвета, с большей такой желтизной. То есть эта гортензия сразу же меняет свою окраску. Сейчас зайдем с вами с другой стороны, там, где солнечные лучи на гортензию или же касаются еле-еле. Посмотрите, вот слегка она начинает розоветь. Или же солнечные лучи не попадают на нее вообще. Вот, посмотрите, какая она зеленая. Именно лаймовая. И до конца сезона она вот эту лаймовую окраску свою сохранит. Конечно, для того, чтобы получить более раннее цветение, мы наши гортензии стараемся высаживать на солнце. И большинство моих растений растет, конечно же, на солнечном месте, потому что у меня сад довольно-таки просторный, солнечный. Я не люблю большое количество там деревьев высаживать. Я люблю так, чтобы было много солнца и света. Поэтому все мои гортензии, вот за исключением Limelight, высажены на солнце. Могу сделать вывод, что такие гортензии, посаженные в полутени или же в ажурной тени, зацветут на недели полторы-две позже. Начнется у них цветение, но зато они сохранят свою ту окраску, которую вы хотите. То есть они не будут пожухлыми в конце сезона, они дольше будут сохранять ту окраску, которая характерна для их сорта. А сейчас посмотрим на гортензии, которые растут на полном солнце. Какие же они сейчас? Вот, обратите внимание. Гортензия Фрайс Мельба. Ей, в общем-то, солнечные лучи не страшны. Посмотрите, она превратилась в красивую винного цвета гортензию. То есть она не пожухла, а просто свою окраску поменяла вот такую, на такую вот винно-красную. То же самое касается гортензии Silver Dollar. Вот ее солнечная сторона. Пожухлых, как видите, таких
соцветий у нее нет. Вот, там, где больше солнца попадало, она вот такую окраску имеет. Затем давайте пройдем гортензии Silver, извините, гортензия Magical Moonlight. Посмотрите, пожалуйста. Вот для этой гортензии как раз-таки ее желательно высаживать в полутень. Видите, какие соцветия у нее стали от солнечных лучей. Гортензия коктейль. Она сохраняет свою окраску, что с северной, что с южной стороны. Но чуть-чуть лепесточки у нее начинают уже к осени немножечко меняться. То же самое касается гортензии Фантом. С одной стороны она вот такая розовая, а с другой стороны уже наблюдается вот такого коричневого цвета соцветия. Смотрите, зато еще появились новые соцветия вот такой красивой окраски. Не рыжеет гортензия Diamond Rouge. Она вот, посмотрите, и с солнечной стороны, и с более такой не солнечной стороны она имеет одинаковую окраску. Поэтому хочу сделать следующий вывод. Если вы хотите, чтобы у вас гортензии больше сохраняли красивую, не пожухлую окраску, для того, чтобы они имели более естественную окраску, сажайте свои гортензии в ажурную полутень. Они дольше будут сохранять свой, так сказать, такой естественный цвет. Если же вы хотите, но зацветут такие гортензии несколько позже. Если же вы хотите увидеть более раннее цветение, то, конечно же, можете высаживать свои гортензии на солнце, но опять-таки придерживайтесь описания, сортового описания, для того, чтобы знать, какие гортензии любят больше солнца, какие все-таки предпочитают ажурную полутень. Я думаю, что я ответила на вопрос зрителей моего канала. И надеюсь, что ваши растения будут вас радовать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.